Одна из самых обсуждаемых сейчас новостей – это серия ударов Украины по российским нефтеналивным портам Ленинградской области – Усть-Луге и Приморску. Пожар в порту Усть-Луга, как говорят, сейчас видно даже из Эстонии. Его запечатлели и со спутников. Пока эксперты оценивают влияние этих ударов на российский нефтяной экспорт, поговорим вот о чем. Портовая инфраструктура стоит больших денег. Речь не только о том, что Россия теперь может отгрузить меньшее количество нефти и потому меньше зарабатывать, но и о том, что восстановление уничтоженных объектов обойдется казне в миллиарды рублей. По какой-то причине совсем не принято говорить, что каждый день войны приводит к все новым и новым разрушениям на российской территории. Что у разрушений этих есть конкретная цена – от сотен тысяч рублей, когда снаряд или дрон повреждает угол сарая, до сотен миллиардов, когда боевые действия затронули несколько районов Курской области. Установился псевдоконсенсус, будто такие потери для российского государства несущественны. Россия же не превратилась в сплошной Донбасс, и считается, что локальные повреждения инфраструктуры для такой огромной страны – это что слону дробина. Но опыт упомянутой Курской области показывает, это совсем не так. Восстановление разрушенного требует средств, которых при нынешних военных расходах у бюджета нет. Недавно в Курске, например, прошел очередной митинг. Причина – в 26 году государство так и не нашло денег, чтобы помочь всем беженцам, пострадавшим еще в 24-м. Об этом сегодня и поговорим. Но прежде чем начнем, напомню, в описании у нас висит ссылка, где мы собрали актуальные способы по обходу блокировок. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Событие это, естественно, взбудоражило Россию, но нельзя не отметить, было оно максимально локальным. Площадь оккупированной территории даже на пике не превышала 1/20 от площади всей Курской области. Было захвачено несколько десятков деревень и только один город – Суджа, который при населении в 5000 человек находится прямо в конце списка российских городов по числу их жителей. Безусловно, зона разрушений не ограничивается зоной оккупации. В ходе боевых действий, артиллерийских дуэлей, ударов беспилотников были разрушены и те деревни, которые оставались под контролем российских войск. Но все равно речь идет об участке местности, который на карте России без микроскопа не разглядишь. Но тем нагляднее цена войны. Несколько месяцев боев на крошечной территории, только по официальным данным, нанесли гражданской инфраструктуре ущерба на астрономические 700 миллиардов рублей. Это цена разрушений и уничтоженного имущества местных жителей, без учета стоимости боевых действий, армейских потерь в боевой технике и живой силе. С ними ущерб российскому бюджету улетает уже далеко за триллион рублей. Число курских беженцев власти оценивают в 112 620 человек. В реальности их может быть гораздо больше, но мы возьмем официальное число, менее 113 тысяч. Казалось бы, ничтожная величина в масштабах страны, где, по данным Росстата, живут 146 миллионов человек, и великая держава могла бы моментально решить проблемы всех беженцев. Их же меньше 0,1% от населения страны. Однако в бюджете банально нет денег, чтобы помогать каждому пострадавшему. Тем более их нет, чтобы каждому компенсировать потерянное жилье. Это попросту очень дорого. В течение 10 месяцев с марта 25 по январь 26 беженцам выплачивали по 65 тысяч рублей ежемесячно. И на эти деньги предполагалось и снимать жилье, и как-то жить. Теоретически есть отдельная выплата на аренду квартиры, но она совсем небольшая, и оформить ее крайне сложно. Однако, супружеская пара получала не 65 тысяч, а 130 уже. Семья из 3 человек – 195 тысяч, а из 4 – по 260 тысяч каждый месяц. Запомним это число. В принципе, это достойные деньги, которые позволяют нормально существовать в ожидании, когда государство наконец даст новое жилье взамен уничтоженного. На словах и Владимир Путин, и глава области Хинштейн обещали, что выплаты по 65 тысяч на человека будут продолжаться бессрочно, пока в них есть необходимость. Но в документах прописали иначе. Выплаты будут идти, пока в Курской области действует режим контртеррористической операции. В конечном же итоге не были соблюдены ни устные, ни письменные обещания. Люди, ставшие бездомными, по-прежнему нуждаются в денежной помощи. Режим КТО действует до сих пор. Однако в январе этого года выплаты были отменены. Причем с такой формулировкой: средства направлены на другие цели. Десятки тысяч человек оказались в ловушке. Сертификат на новое жилье им выдадут неизвестно когда. Очередь может занять годы. Но где-то и на что-то надо жить прямо сейчас. Когда беженцы, минувшей зимой, стали протестовать, власти пошли на манипуляцию. Чтобы не допустить солидарности и стравить жителей Курской области между собой, местные единороссы через региональные СМИ
стали создавать образ беженца-дармоеда, который, дескать, за 10 месяцев выплат скопил уже солидный капитал, но продолжает еще чего-то требовать и не хочет работать. Манипуляция эта, к сожалению, оказалась эффективной. Многих жителей Курской области, которые от вторжения ВСУ не пострадали, удалось настроить против беженцев. Зажрались они, мол. На местном телевидении прям высчитывали. Дескать, семья из 4 беженцев получила суммарно 3 миллиона 600 тысяч рублей. А это типа, ой, как много, надо ж и меру знать. Вообще-то, если взять в руки калькулятор и посчитать, то получится не 3,6, а 2,6 миллиона рублей. И даже если предположить, что семья из 4 человек очень сильно экономила и 1,5-2 миллиона смогла отложить, а что она, собственно, будет с ними делать? Люди так-то потеряли жилье и все имущество. Им нужен или жилищный сертификат, или в разы большая сумма. Да и не каждая семья состоит из 4 человек. Это тоже намеренная манипуляция властей. Умножать выплату на 4, чтобы насчитать сумму побольше. А так-то бывают семьи и с одним ребенком. Бывают просто пары и совсем одинокие люди. Им точно откладывать нечего. Но на местном ТВ всех переселенцев выставили чуть ли не подпольными миллионерами, которые объедают родную область и имеют еще и наглость протестовать. Несмотря на эту кампанию по дискредитации, в марте беженцы снова вышли на митинг в центре Курска. На Красную площадь, так называется площадь перед администрацией, прислали полицию, но никто из чиновников к людям не вышел. Задержаний не было, но полиция проводит с беженцами профилактические беседы о недопустимости публичных собраний. Мы уже ранее перечисляли несколько государственных приемов оставить беженцев или ни с чем, или с совершенно неадекватными компенсациями. Например, идет произвольное толкование границ зоны боевых действий. Может быть так, что деревня сожжена, но по бумагам не входит в зону, где шли бои. Используются и манипуляции с понятиями. Есть жилье поврежденное, есть жилье уничтоженное или уничтоженное полностью. Самая же частая ловушка такая. Чтобы семья получила жилищный сертификат, необходимо, чтобы специальная комиссия выехала на место и осмотрела разрушенный дом. Но комиссия не едет, потому что территория считается опасной, она заминирована, там летают украинские снаряды и дроны. Но раз решения комиссии нет, значит нет и права на жилищный сертификат. Пока были выплаты в 65 тысяч, люди могли ждать, а теперь деваться им некуда. Только в ПВР, пункт временного размещения. Советница губернатора Курской области Виктория Пенькова на встрече с бывшими жителями Глушковского района заявила, что ПВР – это достойное решение. Мол, кто в нем поселился, уже сам уезжать не хочет. Жители от слов Пеньковой просто выпали в осадок. И не первый раз. В декабре 25-го она же заявила, жители области, мол, должны были сами защищать свои дома от украинской армии. Существует так называемый бескомиссионный вариант выдачи жилищного сертификата. Это когда оценку ущерба проводит не комиссия, а Минобороны по аэрофотосъемке. Но, по словам гражданских властей, военные делать этого категорически не хотят. Мол, для них это риск, что их засекут в ВСУ и нанесут удар. Пенькова тогда заявила беженцам, никакой сертификат не стоит жизни солдата. К слову, беженцы не верят, что беспилотник для аэрофотосъемки нельзя запустить издалека, оставаясь в безопасности. Напомню, когда агитаторы ходят к российским студентам и старшеклассникам, рекламируя специальность беспилотчика, они же ровно это и внушают. Дескать, будете сидеть с пультом в десятках километров от линии фронта. Но вот он, ровно тот случай, когда нужно, чтобы операторы беспилотников запустили дрон и отсняли повреждения. Совсем не на линии фронта. И тут вдруг оказывается, что нельзя им этого делать. Слишком большой риск для бойцов. При этом сама необходимость зафиксировать ущерб – огромная манипуляция со стороны властей. 2-й год часть районов Курской области недоступна для жителей. Туда гражданских не пускают, да и военные не хотят соваться без острой необходимости. Так какая разница, уцелели там отдельно взятые дома или не уцелели? Какая разница, на сколько процентов они повреждены? Даже если на 0%, хозяева там не живут и жить не могут. Самое логичное – выдать им всем поголовно сертификаты и вопрос закрыть. Год назад озвучивали амбициозные планы – выдавать по 200 сертификатов в сутки. Но даже при такой скорости потребовалось бы более 1,5 лет, чтобы каждый беженец обрел новое жилье. А темпы и близко не такие. Средства из бюджета выделяются в час по чайной ложке. Согласно газете «Курская правда», за весь январь 26-го было выдано 97 сертификатов. В нынешнем месяце в Курскую область направлены средства на 100 сертификатов. С такими темпами, чтобы обеспечить новым жильем всех нуждающихся, потребуется много десятилетий.
В феврале уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подняла еще один важный вопрос. По нынешним нормам, если человек в результате войны потерял 2 дома, почему-то компенсируют ему только 1. Москалькова предложила компенсировать и 2-й дом тоже, хотя бы с отсрочкой. И она совершенно права. Но в нынешних реалиях и до первой компенсации доживут не все. Усугубляется все муниципальной реформой, которая сейчас проводится в Курской области. Административно-территориальные единицы укрупняются. 347 муниципалитетов сливают в 33 округа. Устраняются низовые уровни власти, которые граждане могли выбирать напрямую. И к которым могли непосредственно обратиться, например, прийти к главе сельсовета, который местных жителей знает в лицо. Вместо них навязывается централизованная вертикаль с назначенным сверху управленцем, который от граждан не зависит. Не то чтобы руководитель сельсовета и раньше мог чем-то помочь, но хотя бы можно было его увидеть. Происходящее в Курской области сложно назвать иначе, как позорище. То, что случилось с этими людьми, это целиком и полностью вина российского государства. Именно оно развязало ненужную войну. Именно из-за того, что Путин развязал ненужную войну, у этих людей пострадало имущество, и они вынуждены были уехать из своих домов. Россия обязана им компенсировать ущерб. И Россия не Северная Македония. В нормальной ситуации задача расселить 100 или даже 150 тысяч человек не требует многих лет и полного напряжения госбюджета. Но ситуация ненормальная, и денег на пострадавших жителей у государства нет. Эти события, мягко говоря, бросают тень на залихватские тезисы госпропагандистов. Мы, мол, уничтожили Донбасс, мы же его и восстановим. Если государство не может справиться с ущербом на собственной территории, на клочке земли с одним единственным населенным пунктом в статусе города, то о восстановлении десятков городов, превращенных в щебенку, речи идти попросту не может. Если Курской области нанесен ущерб в 700 миллиардов рублей, то Донбассу в триллионы и триллионы рублей. А значит, руины, за которые погибли сотни тысяч российских солдат, руинами и останутся, пока находятся под контролем России. У путинского официоза была амбиция хотя бы из отдельно взятого Мариуполя сделать витрину. Там остались примерно половина жителей, 250 тысяч человек. Забить на всех остальных жителей Донбасса, оставить их один на один с развалинами собственных домов, но обустроить жизнь конкретно мариупольцев, такая задача поначалу выглядела выполнимой. И какие-то компенсационные квартиры там даже строили. Кто-то даже успел их получить. Ради такого дела Путин даже вылез из бункера и приехал в Мариуполь. Настолько важным виделся проект восстановления города для имиджа Кремля. Но запала надолго не хватило. Процесс быстро застопорился, а потом пошел в обратную сторону. Сейчас у тех, чье жилье чудом сохранилось, его отбирают. У нас про это есть отдельный ролик. Нынешние мариупольские стройки – это коммерческое строительство под ипотеку, а выделенные на компенсационные квартиры деньги уже давно закончились. В завершении вернемся к тому, с чего начали. Который день горит порт Усть-Луга. Буквально каждый день в России сгорают объекты в диапазоне от избушки лесника до крупного промышленного предприятия. Удары по российской инфраструктуре не часто становятся новостями. Обычно это лишь строка в ежедневной сводке. Но от того, что удары стали привычными, восстановление разрушенного дешевле не становится. Это плата за продолжение войны, которая начисляется бесперебойно и копится уже 5-й год подряд. Мы постоянно говорим на этом канале и про людские потери. Напоминаем, что новых граждан уже никто не нарожает. Но есть и потери финансовые. Не в рамках упущенной выгоды, это отдельный разговор. Мы же здесь обсудили прямой финансовый урон, ведь и сожженная портовая инфраструктура, и превращенный в пепел домик в деревне. Все это стоило конкретных денег. И надо понимать, Центробанк просто так новых не напечатает. А если напечатает, это будут уже совсем другие рубли. До завтра.